Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 13 апреля. Сегодня у нас с вами суббота. Обращаем ваше внимание, что сегодня достаточно тяжелый и достаточно такой темный день по своей энергетике. Поэтому сегодня на протяжении дня обязательно говорите одно слово, которое вам поможет в любых ситуациях. Даже если у вас сегодня все прекрасно и замечательно, именно это слово не помешает, потому что именно в этот день, 13 апреля, оно обладает достаточно великой силой и может вас защитить и помогать в тех или иных ситуациях. Давайте вместе разбираться, что же нас сегодня с вами ожидает и на какие моменты стоит обратить внимание. Итак, друзья, 13 апреля. Хотим обратить ваше особое внимание на то, что это все-таки сегодня у нас с вами темный день, день, когда проявляются у людей страхи, боязни. То есть люди сегодня верят на слово, люди не хотят услышать правду. И многим людям, ввиду того, что они подвержены внешнему какому-то влиянию, и они даже не обращают внимания на то, что очень легко другие будут, знаете, будут через слова мотивировать на какие-то действия. Поэтому ваша сегодня задача оставаться при любых ситуациях именно хладнокровным, не обращать внимания на эмоции, быть мудрыми, быть терпеливыми, и тогда в вашей жизни все пройдет замечательно и все пройдет достаточно легко. Здесь очень еще один момент, на который вам стоит обратить особое внимание, это на то, что сегодня слова имеют огромную силу. И любое слово, которое вы сегодня скажете, фразу, оно со временем материализуется. Например, если вы сегодня чем-то недовольны и в адрес кого-то говорите какие-то не очень хорошие слова, то не пройдет буквально пару дней, и в самый неподходящий момент вам это все вернется. То же самое, если вы сегодня людям говорите добрые слова, то в ближайшие дни вас ждет только радость, удовольствие, благополучие, при этом даже сюрпризы и подарки от мало знакомых людей. Просто потому, что вы им сегодня смогли поднять настроение, потому что вы сегодня на энергетическом уровне отправили им посыл любви, гармонии, радости. И поверьте, люди вот сейчас очень чувствуют и понимают те или иные моменты, которые происходят в жизни. Поэтому сегодня ваша задача нести любовь, нести гармонию, насколько это возможно. Также сегодня обращаем ваше внимание, что в вашем окружении, вот прямо в самом близком окружении могут появляться люди, которые будут чем-то недовольны и будут пытаться вызвать вас на какой-то такой чистосердечный разговор. Ваша задача не верить ни к чьим словам, стараться, если какой-то сегодня и предстоит у вас сегодня сложный, тяжелый разговор, постарайтесь перенести это на другой день. Кроме того, обращаем ваше внимание, что сегодня 13 число. Да, сегодня не пятница, но вы должны понимать и тоже, что если для вас 13 число имеет значение, и вы знаете, что сегодня вам лучше ничего не начинать, никуда не ехать, не договариваться, лучше останьтесь дома. Дома всегда есть чем заняться, это той же уборкой, приготовить вкусный обед, провести в домашней обстановке. Это лучше, чем вы будете сегодня что-то браться, и у вас ничего не будет получаться. Другое дело, у некоторых людей 13 числа, при этом любого месяца, наоборот, все проходит достаточно хорошо. Поэтому вы должны посмотреть. Если вы с самого начала дня вам сложно, вам все тяжело, вам как-то так все вас раздражает, все как-то вы видите в каком-то негативном свете, то в таком случае лучше всего, если вы стараться будете как можно меньше будете принимать этот негатив. Поверьте, он очень сильный сегодня, хотя у нас с вами и Луна, растущая в знаке зодиака Близнецы, но также и сам знак зодиака Близнецы, он также будет на нас очень сильно влиять. Это двойственность, знаете, с одной стороны все хорошо, с другой стороны плохо. С одной стороны будет радость, с другой стороны зло. И вот так вот будет все вперемешку. Поэтому постарайтесь быть сегодня мудрее, терпеливее. Конечно же, иногда это очень сложно, но все-таки нужно к этому идти, нужно к этому стремиться.
На что мы еще сегодня рекомендуем, друзья, обратить ваше внимание, то, что сегодня у нас с вами растущая луна в знаке зодиака Близнецы, она сегодня будет продолжаться до 21 часа по московскому времени, и сегодня у нас с вами 5-6 лунные сутки. Хотя по энергетике день будет достаточно тяжелый, но если мы посмотрим по лунному календарю, то он будет интересным и достаточно динамичным. И, как вы знаете, близнецы — это у нас с вами общение, это обмен информацией, это коммуникации. Поэтому в этот день очень важно, чтобы вы делали акцент на общении, на поиске каких-то новых знаний, на исследовании каких-то новых идей, на анализе. Также это день для того, что хорош тем, что прекрасно можно сегодня выйти в общество, обменяться мыслями с другими людьми и узнать, скорее всего, что-то новое. Но, пожалуйста, в этот день, 13 апреля, не спешите собирать все сплетни, которые только возможно. Если в вашем окружении кто-то отправляет негативные посылы другим людям, не обязательно к вам, не стремитесь присоединиться к этому разговору. Еще раз повторимся, бумеранг в этот день очень активно работает, и он вам вернется, при этом в тот момент, когда вы больше всего этого не будете ожидать. Так что лучше будьте немножечко мудрее и терпеливее. Кроме того, сегодня нужно быть гибкими, сегодня нужно быть адаптивными в решении проблем и пытайтесь справиться с теми или иными переменами, изменениями, которые происходят в жизни. Также, если вам сегодня приходят какие-то новые идеи, предложения могут быть, какие-то новые контакты у вас завязываются, возможности открываются, ни в коем случае не закрывайте двери, а наоборот старайтесь это, знаете, как привлечь в свою жизнь. Кроме того, у некоторых людей сегодня могут быть неожиданные повороты событий, то есть человек может даже этого не ожидать, и если он утром ничего не планировал, то к вечеру он может знать о том, что он открывает какой-то бизнес или какое-то свое маленькое дело. Поэтому у каждого человека это по-своему, но опять же вы должны понимать, что каждый день несет в себе. Кроме того, как мы уже сказали ранее, близнецы ассоциируются с интеллектуальной активностью и с обучением. Поэтому сегодня хорошо изучать новые предметы, развивать новые навыки или просто улучшать свои знания и навыки. Поэтому все-таки 13 апреля не стремитесь где-то гулять, находиться, а старайтесь больше уделять внимание себе, возможно, каким-то своим знаниям, навыкам. Возможно, вы давно что-то хотели попробовать, и вас как бы не хватало времени, что-то не получалось. Вот попробуйте сегодня расширить свой кругозор и улучшить те навыки, те способности, которые у вас уже есть. Но в то же время, обращаем ваше внимание, нужно быть осторожными сегодня в общении и избегать распространения слухов и любой недостоверной информации. Почему? Дело в том, что сегодня возможно недоразумение из-за недостаточной ясности в выражении мыслей. Постарайтесь быть внимательными к тому, что вы говорите, и старайтесь понять точку зрения других людей. Кроме того, сегодня могут люди быть нерешительными, какими-то отвлеченными, кто-то может летать в облаках. Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны и концентрируйтесь на выполнении задач, чтобы избежать в дальнейшем возможных проблем. Также сегодняшний день избегайте обязательно рискованных действий и принимайте, пожалуйста, решения только осознанно. Если вас кто-то поторапливает, просит побыстрее и так далее, не спешите, потому что вы не знаете, возможно, этот человек играет на руку себе, а не в вашу пользу. Также обращаем ваше внимание, что растущая луна в знаке зодиака Близнецы усиливает нашу эмоциональность и чувствительность, поэтому старайтесь вот в этот день, 13 апреля, насколько, конечно, это возможно, быть спокойными, собранными. Не давайте эмоциям взять вверх. Будьте терпеливыми и тактичными в общении с окружающими людьми. Далее хотим уделить внимание немножечко к лунному календарю здоровья, потому что это сегодняшний день очень важно. Ввиду того, что растущая луна, да, и она находится в знаке зодиака Близнецы, то сегодня у нас люди будут достаточно
достаточно активны, подвижны. Также это сегодняшний день хорош для того, чтобы заниматься спортом, прогулки на свежем воздухе, но постарайтесь распорядить время сегодня так, чтобы включить в свой день и физические упражнения, и общение с людьми. Уделите внимание себе, угостите себя, например, тем же американо или капучино, или какими-то вкусняшками. Это очень важно. Кроме того, обращаем ваше внимание, что знак зодиака Близнецы управляет у нас с вами дыхательной системой, поэтому в этот день особенно важно уделить внимание здоровью легких и дыхательных путей. Поэтому очень важно, чтобы вы сегодня на протяжении дня проветривали помещение, избегали перегрева или переохлаждения, а также старайтесь заниматься в этот день специальными дыхательными упражнениями. В интернете их очень много, или йогой для укрепления дыхания. Тут для каждого уже по-своему. Кроме того, занимайтесь сегодня умственной работой, старайтесь как можно больше читать, изучать какие-то новые темы, развивать какие-то свои навыки. Помните, что здоровье мозга также важно, как и физическое здоровье. На что еще стоит обратить внимание? О том, что сегодня нужно быть вежливыми и тактичными в общении с окружающими людьми. Да, так нужно всегда, но сегодняшний день это мы даем такую вот маленькую подсказку, чтобы вы понимали и осознавали. Что же касательно лунного календаря денег, конечно же, растущая луна в знаке зодиака Близнецы, она поддерживает активные идеи, коммуникации. Также этот день благоприятен для осуществления каких-либо инвестиций, финансовых сделок, особенно если не связано с коммуникацией, с информационными технологиями, с образованием или с торговлей. Кроме того, старайтесь в этот день обращать внимание на финансовые возможности, которые связаны с образованием, с какими-то курсами, тренингами или обменом опытом. Это может быть благоприятным временем и для вложений в какие-то образовательные программы или приобретения каких-то новых знаний. На что еще стоит обратить внимание, это на то, что сегодня ни в коем случае нельзя при принятии каких-то финансовых решений спешить. Еще раз повторимся, иногда бывают дни, когда вроде как все складывается хорошо, но через некоторое время вы поймете, осознаете, что вы допустили ошибку. Поэтому если вы хотя бы на интуитивном уровне чувствуете, что это не то, чем вы хотели заниматься, или вас пытаются увести от какой-то важной информации и так далее, тогда ваша задача взять паузу. Ничего в этом сложного нет. Умейте отказывать, умейте говорить слово «нет». Потому что потом люди, вы напишите сами в комментариях, а что мне теперь делать? Вот я вас не услышала, я подумала, что это вы какие-то сказки рассказываете и так далее. Поэтому, пожалуйста, вот мы говорим, пожалуйста, обязательно всегда анализируйте и смотрите на то, как Луна влияет. Потому что бывает дни, если вы заметили, что люди, вот ораторы, говорят какую-то информацию, да, и люди прямо хлопают в ладоши и говорят, это все правда. А бывает дни, что как бы вот ты с людьми не говоришь, да, вот вы, если, посмотрите, придете на семинары, на тренинги, то люди не слышат, и даже семинары, тренинги, они как-то вяло проходят, неинтересно. Это все зависит от энергетики, поэтому настоящие, вот те, кто проводит семинары какие-то, обучающие программы, они всегда смотрят на время, они смотрят на звезды, а они смотрят на ту энергию, которая идет из космоса, чтобы действительно людям было интересно. Далее поговорим о карте Таро, и на этот день выпала карта Таро Маг, друзья. Это день, который говорит нам о том, что у нас есть очень много возможностей для того, чтобы мы проявляли свою силу, проявляли себя. Конечно, иногда это очень сложно делать, но помните о том, что все зависит только от вас самих. Если вы хотите что-то изменить в своей жизни, знаете, у вас это обязательно получится. Также обращаем ваше внимание, что сегодня некоторые люди могут почувствовать себя энергичными, вдохновленными, готовы принимать вызовы и действовать с уверенностью. Но здесь ваша задача, пожалуйста, делать все мудро и терпеливо. И теперь давайте поговорим, что же говорит нам Архангел Михаил на этот день, 13 апреля. Итак, сегодня нужно быть сильными и быть решительными. При этом некоторых людей сегодня они вот прямо будут понимать и осознавать, что что-то происходит в их жизни не так, но они не будут понимать, как им поступить, как им что-либо сделать. Поэтому ваша задача обращать внимание на те или иные моменты, которые для вас будут важны.
трудно, если вы не чувствуете, что вам что-то нужно поменять, что-то нужно изменить, тогда не спешите. Помните о том, что у вас всему свое время обязательно все получится. Просто когда люди спешат и думают, что они так быстрее, так быстрее не бывает, это нужно понимать и осознавать. Также сегодня очень важно, чтобы вы побеждали любое зло, ненависть, зависть только светом и любовью, потому что это действительно могущественная сила, это свет, это любовь. И в этот день именно Архангел Михаил призывает нас распространять свет и добро в мире, побеждая зло своими добрыми делами и поступками, которые несут только радость и вдохновение. Друзья, и последнее, что мы хотели сегодня поговорить в этом видео, это слово, которое мы рекомендуем вам сегодня говорить. Итак, какое же слово произносить сегодня на протяжении дня в этот тяжелый день? И, друзья, это слово «оберегаю». Благодаря этому слову вы будете сильным сегодня в лице любых испытаний. Вы сохранить будете веру в светлое будущее. И вот это слово дает вам энергетическую поддержку. И вы тем самым призываете мир, чтобы вас поддержали, чтобы вам помогли. Поэтому сегодня... Вот вы даже сейчас прослушали это видео, просто сами себе скажите: оберегаю. Вы выходите из дома на прогулку, то ли с подругой, то ли выгулять свою собачку. Скажите слово «оберегаю». И это слово сегодня вам обязательно поможет, девочки и мальчики. Не бойтесь эти слова произносить, они по энергетике достаточно сильны. Друзья, вот такой у нас с вами день, 13 апреля. Все-таки будьте немножечко внимательнее, будьте немножечко осторожнее. Также ставьте лайк этому видео, если вы еще не поставили, друзья. Ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна, друзья. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимаете на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.